Всем огромный привет, с вами Оксана. В этом видео я расскажу, как связать вот такие вот слитки с такой вот интересной пяточкой, треугольником. Такая вот окантовочка, пятка. Пятка глубокая, как вы видите. Такие вот слитки. Эти слитки связаны на размер где-то 38-40. Если продлить вот эту часть, то можно до 40 размера смело вязать. Расход пряжи у меня 50 грамм. Поэтому вы можете с одного вот такого вот клубка связать две пары таких вот слитков. Если именно по петельным, вы будете вязать порядно и по петельным. Пряжа это Alize Wool Time, 75% шерсть, 25 полиамид, 100 грамм, 200 метров, цвет номер 740. Такую пряжу можно приобрести в интернет-магазине пряжа.су. В первом комментарии я прикреплю ссылку на эту пряжу, а также промокод на скидку. Можно стирать в машине. Пряжа очень хорошая, мягкая, толстенькая. Спицы я взяла чулочные. Вязала на чулочных спицах. Это номер 2,5. Вот такие вот 2,5. И номер 3. Спицы эти мне тоже приходили с интернет-магазина пряжа.су. Это идет набором. Все ссылочки я вам оставлю. Если вы любите вязать чулочными спицами, то это классный вариант. Вот эти спицы. Так, вроде бы все вам сказала. Размер спицы. И давайте приступим к вязанию. На спице номер 3 миллиметра набираем 24 петли. Берем вот так 2 спицы, немножечко вот хвостик такой. Набираем первую петлю и дальше вот вторая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Набрали 24 петли, вытаскиваем одну спицу. Вот это, видите, вот такой вот ровный красивый край, это лицевая сторона, а это изнаночная сторона. Значит, первый ряд будем вязать изнаночными петлями. Первую петлю снимаем, ну а следующие все петли вяжем изнаночными. 24 петлю провязали тоже крайнюю изнаночной. Разворачиваем вязание. Будем вязать поворотными рядами стенку пятки. Второй ряд лицевыми. Последнюю петлю также я провязываю лицевой. Разворачиваем вязание. В обратную сторону вяжем изнаночными петлями. Первую петлю вот так вот снимаем. Нить перед работой вяжем изнаночной. И так вяжем всего стенка пятки 21 ряд. Если вам надо глубже пятку, то вяжите просто больше рядов. Все, самостоятельно провязываем 21 ряд. Провязала 21 ряд. Это у нас стенка пятки. Сейчас скажу, сколько это сантиметров. Это где-то 7,5 сантиметров и ширина. Ширина где-то 11 сантиметров. Теперь будем вывязывать скругление пятки. Так, расставляем маркеры. Отсчитываем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ставим маркер. Отсчитываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Все, поставили маркеры. Теперь будем вязать вот на этих петлях. Так, довязываем до второго маркера. Не довязываем, вернее, одну петлю до второго маркера.
Первый маркер вот проходим, перекидываем маркер, здесь дальше вяжем. Так, вот маркер и одна петля перед ним. Мы снимаем эту петлю, убираем маркер. Вот. Правая стенка за работой, провязываем 2 петли вместе за правую стенку. И захватываем еще одну петлю. Провязали, разворачиваем вязание, первую петлю снимаем, не довязываем до маркера одну петлю. Вот не довязали, убираем маркер, одеваем обратно, правая стенка перед работой, провязываем 2 петли вместе изнаночных и еще одну изнаночную, разворачиваем вязание, снимаем первую петлю, вяжем лицевыми петлями. Вот здесь, смотрите, у нас вот такое вот большое расстояние. Мы вот эти 2 петли вот так должны провязать 2 петли вместе. Мы провязываем 2 петли вместе и еще одну петлю. Разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Вот здесь вот у нас, смотрите, большое расстояние. Вот эти 2 петли надо провязать 2 вместе. Провязываем 2 вместе изнаночных и еще одну изнаночную провязали. Разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону лицевыми и повторяем так, пока по краям у нас не закончатся петли. Вот смотрите, дошли большое расстояние, провязываем 2 петли вместе и еще раз захватываем одну петлю, разворачиваемся, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Вот снова такое большое расстояние, провязываем 2 петли вместе изнаночных и еще одну изнаночную, разворачиваемся, снимаем, вяжем в обратную сторону. Вот у нас большое расстояние, провязано 2 петли вместе и еще одну петлю. У нас осталась одна петля только уже. Разворачиваемся, провязываем в обратную сторону. Провязываем 2 вместе изнаночная и еще одна изнаночная. Одна петля тоже осталась, как и с той стороны. И теперь эти петли надо нам довязать. Осталось совсем чуть-чуть. Так, мы доходим вот до конца. И здесь просто один раз мы провязываем вот здесь 2 петли вместе, развернулись, снимаем первую петлю и вяжем почти до конца. Все, вот последние 2 петли вместе довязали. Теперь считаем, сколько здесь у нас петель на спицах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель осталось. И смотрите, вот такое скругление пяточки у нас получилось. Теперь мы вот здесь по краям будем набирать петли. Смотрите, мы дошли до конца, да, и вот здесь мы сейчас, вот изнаночная сторона, да, мы должны набрать 11 петель, но мы заходим с обратной стороны вот таким вот образом сзади и поднимаем петлю. Здесь еще маркер надо нам поставить. Вот ставим маркер, чтобы отделить эти петли. Сзади вот так заходим. Вот она косичка, да, у нас идет. И сзади вот заходим, вот поднимаем петлю. Вот раз, вот она косичка. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и вот крайняя петля здесь 11. Все, я набрала 11 петель. Вот, разворачиваемся и по лицевой стороне вяжем лицевыми вот здесь петлями. Петли, которые набрали, провязываем. Перекидываем маркер. Вот эти петли, которые пяточки, провязываем. Ставим маркер. И со второй стороны поднимаем 11 петель вот здесь. Где у нас тут косичка, смотрим. Вот. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Все, вот набрали с одной и со второй стороны по 11 петель, разворачиваем вязание и провязываем в обратную сторону все петли изнаночными. Я довязала этот ряд, теперь будем вот здесь убавлять петли. Сейчас покажу. Вот в этом носочке, видите, вот здесь идут убавления петель, вот такой вот клинышек. Все, вот эту часть мы провязали. Теперь вот отсюда будем вязать и убавлять вот эти петли. Будем вязать поворотными рядами. Так, сейчас я вам один раз покажу. Два этих ряда вы повторять будете. Вяжем лицевыми петлями. Так, вяжем лицевыми. Проходим маркер. И с этой стороны мы вяжем 2 петли вместе с наклоном влево. Правая стенка петли перед работой, значит мы провяжем 2 петли вместе. Вот, подтягиваем с наклоном влево. Не довязываем до маркера 2 петли. Вот не довязали 2 петли. Здесь провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Смотрите, правая стенка перед работой, мы ее разворачиваем. И провязываем вот за переднюю стенку 2 петли вместе, чтобы она была вот с наклоном вправо. Перекидываем маркер и довязываем ряд лицевыми петлями. Довязали, разворачиваем вязанием. В обратную сторону все петли провязываем изнаночными. Снимаю первую петлю и вяжу изнаночными петлями все петли до конца, весь ряд. Последняя петля кромочная, изнаночная. Провязали, все. Дальше повторяем эти 2 ряда. Здесь 2 вместе и здесь 2 вместе. Вот так провязываем, провязываем, пока не останется вот здесь 2 петли. Вот у нас останутся вот так 2 петли. Так, довязываем самостоятельно, повторяйте 2 ряда. Так, смотрите, я довязала. Вот здесь у нас вот они, эти 2 лицевые. Если мы продолжим дальше, вот здесь будет дырочка. Нам надо провязать ряд и поменять их местами просто. Как это сделать? Сейчас давайте я вам покажу.
Довязываем вот до этих двух лицевых петель. Кстати, да, если вы сейчас посчитаете петли, то у нас сейчас на спицах 24 петли. Как мы начинали с 24 петель, так и пришли к этому. Так, все. Вот этот маркер убираем. Вот я довязала, да. Вот 2 петли. Их просто поменять местами. Сзади вот так вот берем, вот первую пропускаем, вторую снимаем на спицу, снимаем и вот эту переодеваем. И вот так, видите, перекрестились петли и провязываем их лицевыми. Все, смотрите, чтобы вот эта петля не скрещенная была. Все, убираем маркер, он нам не нужен. Довязываем лицевыми петлями и изнаночными. Довязываем туда и обратно изнаночными. Смотрите, все, я довязала назад. Вот так у нас здесь получилось. Теперь по краям будем добавлять петли, пока, чтобы было сглаживание. Вот смотрите, чтобы вот здесь не резко вот так прямо было, а вот тут вот дугой шло, будем прибавлять петли. По одной петле сначала одна петля добавим, потом 2 петли добавим и 3 петли. Так, начинаем вязать. Смотрите, как с этой стороны добавляем. Вот берем и вот эта нитка, она перед работой. Вот она перед работой и одеваем вот. И затягиваем. Видите, ниточка вот здесь выходит. Взад ее вот так назад убираем. Снимаем вот эту петлю, которую добавили. Вот. И вяжем лицевыми до конца. Весь ряд. Смотрите, довязали до конца лицевыми петлями ряда. Разворачиваемся и добавляем, если там была нить за работой, здесь перед. Вот так, спереди вот так. Берем и одеваем. Ниточка выходит вот спереди. И вяжем в обратную сторону равно изнаночными петлями. Вот эту первую петлю снимаем, которую добавили. Видите, как она идет. И провяжем изнаночными в обратную сторону. Все петли. Так, которую прибавляли, тоже провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Добавляем петельку. Вот так. Обратно назад убираем ее. Снимаем петлю. И вяжем лицевыми. Довязываем лицевыми, которую добавили лицевой, разворачиваем вязание, снова ее добавляем. Так. Добавили. И вяжем в обратную сторону изнаночными. Так, мы добавляли по одной, теперь добавляем 2 петли. Раз петлю и 2 петлю. Добавили 2 петли. Снимаем и провязываем лицевыми до конца весь ряд. Так, довязываю до конца ряд лицевыми. Довязала. Разворачиваем вязание и добавляем 2 петли. Раз, два. Добавили 2 петли и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Снимаем. И вот здесь хорошенечко подтягиваем эту петлю и вяжем изнаночными до конца весь ряд. Так, довязываем ряд до конца. Изнаночными довязали. Переворачиваем вязание и снова добавляем 2 петли. Раз и 2. Добавили 2 петли и вяжем в обратную сторону лицевыми.
Так, довязываем ряд этот. Так, добавляем снова 2 петли. Раз. Подтягиваем хорошенько. 2. Добавили. Вяжем в обратную сторону. Первую снимаем. Следующую. Вяжем изнаночными. Так, и последнее прибавление. Вот раз. 2. 3. Добавили 3 петли. Снимаем первую. И вяжем лицевыми. Здесь прямо вот так туго провязываем, чтобы дырочек не образовалось. Все, и вяжем до конца ряд лицевыми. Довязываю ряд до конца. Довязала, разворачиваю вязание и добавляю петли. Так. Вечно путаюсь, если честно. Ну так, раз, 2 и последнее 3. Все, 3 петли добавила и довязываю до конца этот ряд. Первый снимаем, вяжем изнаночными, хорошенечко тут подтягиваем. Все, и довязываем до конца весь ряд изнаночными петлями. Смотрите, вот что получилось. Вот они, эти скругления. Дальше мы будем вязать по кругу. Сейчас на спицах 42 петли. Надо добавить еще 6 петель. И будем вязать по кругу 48 петель. Почему именно 48 петель? Так как подошва 24 петли, значит верх носка также 24 петли и 48 петель. Но будем вязать дальше на 5 спицах. На одной же нам неудобно будет вязать. Мы будем переснимать. Отсчитываем вот 9 петель на одну спицу. Восемь, 9 петель пересняли, которые добавляли, получается. На следующую спицу мы снимаем 12 петель, это уже петли подошвы у нас. Все, сняли 12 петель, берем следующую спицу. Следующую тоже снимаем 12 петель. Все, сняли, и 9 здесь петель остается. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь надо замкнуть в круг. Будем вязать по кругу. Вяжем справа налево. Надо добавить вот здесь петли. Сейчас надо добавить 5 петель сначала. Так, теперь спицы будут шуметь. Так, добавляем 5 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Но, по идее, это у нас 6. Берем вот эту спицу, где будем замыкать в круг. Вот она. Переодеваем ее вот так. И здесь добавляем еще одну петлю. Вот так делаем накид. Вот она, добавилась 6-я петля. И начинаем вязать лицевыми петлями по кругу.
Вот здесь сначала тяжело будет их провязывать, которые набрали петли. Ну, это возможно. Вот, прошли мы петли, которые набрали, а дальше мы уже начинаем просто вязать по кругу. Так вот, провязала одну спицу. Теперь провязываем следующую. Сейчас я вам довяжу до того момента, где мы добавили эту одну петлю, покажу, как ее провязать. Но ориентироваться все-таки буду на начало. Сейчас покажу, где. Эта подошва вяжется, вот она у нас. И вот здесь подошва, вот эта. 12 петель. Вот 24 петли на подошве. А вот где хвостик вот болтается, это будет начало ряда. Сейчас покажу, откуда он у нас будет начинаться. Все, вот подошву довязала, да, я. А вот у нас вот эта верхняя часть. Вот он, хвостик. И вот у нас верхняя часть. Вот здесь у нас должно быть сейчас 24 петли. Здесь 24 и здесь 24. Все, вяжем лицевыми. Вот здесь петлями. Вот здесь, где накид наш. Вот он. Накид наш. Находим его здесь. Провязываем лицевой. И дальше вяжем по кругу лицевыми петлями. По кругу я так вязала еще по 12 рядов. 12 рядов я провязывала вот отсюда, отсчет шел, вот отсюда. Счет шел, вот так я провязала еще 12 рядов, но это для размера 38-39. Если у вас больше размер, то вяжите 15-16 рядов. Все, сейчас я провяжу, сейчас я покажу. Вот до мыска, вот это расстояние у меня вот здесь 12 рядов. И потом будем убавлять мысок и сшивание иглой. Так, смотрите, вот я провязала 12 рядов вот здесь. Дальше что мы делаем? Это верх носка, это стопа носка. Будем делать убавление на мыске. Такое убавление мы уже вот здесь сделали. Такие 2 петли вместе вы уже умеете вязать. Сейчас я покажу. Так, все, вот первая спица, 24 петли вверх носка. Как мы делаем убавку? Провязываем 1 лицевая и 2 петли вместе с наклоном лево-правая стенка петли перед работой. Мы ее разворачиваем и провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку, вот так, с наклоном влево. Не довязываем до конца этой спицы 3 петли. Так вот, правая стенка петли перед работой, провязываем 2 петли вместе за переднюю стенку и еще 1 лицевая. Все, верх носка провязали. Если у вас 2 спицы, вот как здесь на подошве, вот она подошва, что мы делаем? Провязываем, вот первая лицевая,
2 петли вместе, разворачиваем, чтобы правая стенка петли была за работой, и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, провязали. Здесь петли до конца провязываем лицевыми на этой спице. Провязали, следующую спицу вяжем и не довязываем 3 петли. Вот 3 петли, правая стенка петли перед работой, заходим, провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая. Все, ряд с убавками закончен. Следующий ряд вяжем лицевыми петлями по кругу. Без убавок. Я думаю, здесь понятно, да? Повторяем эти 2 ряда, пока у нас не останется по 5 петель на спице. А спереди вот здесь 10 петель останется. Сейчас довяжу. Так, все. Делаем убавки. Пока вот если у вас здесь, смотрите, если у вас здесь одна спица, то здесь останется 10 петель. Вот тут 10. А вот тут по 5 петель. Всего 20 петель. Вот, смотрите. Вот такие будут убавки идти. Вот они. Если вот так носок взять, вот такие вот убавочки. Видите? Вот так у вас должно получиться после убавления. Вот здесь 10 петель, 5 петель, 5 петель. Далее сшиваете иглой. Как шить иглой у меня есть уже на канале несколько видео. Я, если не забуду, постараюсь вам оставить ссылку. Все, сшиваем иглой. Вот что у нас получилось. И потом будем вот здесь делать петлевку, обвязку и петлевку. Я закрыла петли иглой, все, отметила центрально вот здесь 7 петель. Теперь будем набирать петли вот здесь по кругу, делать вот такую вот обвязку, вот которая уже на носочке. Так, с внутренней стороны она выглядит вот так, снаружи. Так, крючок как вот 3 миллиметра, другой. Спицы номер 3 откладываем, берем спицы номер 2,5 миллиметра. Так, и начинаем набирать с изнаночной стороны. Со стороны пятки начинаем набирать. Находим первую петлю. Вот она. Берем ниточку и набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Так, вот 22 петли набрали на пяточки. Сбоку я набирала вот здесь 15 петель. Берем другую спицу. Вот здесь вот сразу видно косичка. Мы из косички набираем. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь смотрим, чтобы дырочки не было, поднимаем. 8, 9, 10, 11,
11. Здесь уже мы смотрим, что просто не было дырочки. 12, 13, 14 и 15. Вот 15 петель здесь набрала. Теперь по переду я набирала 7 петель. Вот я поставила где маркеры. Вот здесь маркер уберу. Если у вас другое количество петель, просто одинаковое количество петель на двух носках делайте и все. Так. Раз. Два. 3, 4, 5, 6 и 7. Все, 7 петель с этой стороны набрала спереди. И теперь 15 петель по второй стороне. Так, набираем. Вот. Просто смотрим, где вот нет дырок, поднимаем петлю. Вот здесь раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Здесь 15. Так, вот так, чтобы дырочки не было. Все, набрала вот все петли на спицах. Вот у меня получилось 15, пятка. Так, получается 22 петли, 15 и 7 петель. Далее вяжем по кругу лицевыми петлями 10 рядов. Ну, здесь все просто. Просто берете и вяжете. Носок лучше вот так вывернуть. Берем спицы и вяжем 10 рядов. Если у вас другое количество петель, ну, просто на носках двоих набираете это, одинаковое количество петель. Ну, это, конечно, понятно всем, да? Так, еще какой момент здесь? Набираем здесь потуже, вяжем тоже потуже, спицами номер 2,5. Просто вот по кругу берем и вяжем 10 рядов. Видите, это изнанка носка, но мы вяжем лицевыми петлями. Я думаю, здесь уже понятно, да? Самостоятельно провяжите 10 рядов. Вот. Так, все. Самостоятельно вяжем вот так 10 рядов лицевой гладью. Так, смотрите, я провязала 10 рядов. И дальше у нас в ход идет крючок. Если умеете сшивать иглой, кетлевку делать, то делайте иглой. Так, как мы делаем? Смотрите, берем, вот спускаемся. Вот у нас петля, да, спускаемся по ряду и вводим крючок там, где вводили мы спицу, когда набирали петли. Но старайтесь так, чтобы крючок вышел снизу вот этого валика. Вот. Вот видите, есть набор, вот за него сшивают, кстати, а мы сейчас будем набирать, брать крючком это делать. Берем, вот смотрите, вот она первая петля, смотрим, чтобы она была развернута, не перекрещиваем его, снимаем, захватываем нить, протягиваем через петлю, вот здесь, и выводим, вот, вывели. Далее вводим крючок в следующую петлю, где мы начинали набирать, под вот этим валиком, захватываем, нитка, смотрите, вот она не вот так идет, а за работой. Смотрите, петлю снимаем, захватываем нить, вытягиваем здесь, вот целиком вытянули, вот 2 петли и вот так протягиваем через петлю, которая уже есть на крючке. Следующая, вот она петля,
входим, вот видите, начало ряда, вот вводим крючок, вот здесь, захватываем следующую петлю, крючком сюда выводим и через петлю, которая уже есть на крючке. И вот так петлюем, снимаем, поддеваем и вытягиваем, и вот здесь протягиваем. Смотрите, туго сильно не делайте, чтобы у вас потом нога смогла пройти. Не затягивайте. Вот раз вывели, и здесь вывели. Здесь, здесь. И вот так. И вот здесь. Мне кажется, этот способ проще, чем сшивать. Не знаю, так как я вяжу крючком, может быть, мне и проще. Просто, если у вас большой крючок, лучше возьмите по размеру крючок. Большим крючком, конечно, будет большим или маленьким неудобно. А здесь, видите, крючок номер 3 миллиметра, и он хорошо захватывает петли, ниточку. И вот продеваем. Раз сюда, сюда. Так. И смотрите, с этой стороны у вас будет вот такая вот косичка, а с этой вот так. Все. Делайте так до конца весь ряд. Так, смотрите, я доделала обвязку вот так. И последнюю петлю. Так. Вот она у меня петля. Последняя. Я отрезаю ниточку. Берем иголку. Здесь нитку убираем. Все. Смотрите, вот здесь у нас вот эта нитка есть. Это которая начинали мы вязать. Выводим ее на обратную сторону. Вот. Теперь у нас здесь две ниточки. Их связываем между собой. Все, связали. И прячем вот сюда, в этот валик. Можно крючком, может на иглой, как вам удобно. Так, все. Все, спрятали. Вот так получилось. Все ровненько, аккуратненько. И вот еще ниточка. Все, ниточки спрятаны. Следик готов. Вот такой вот следик получился. Теперь мы его стираем, он весь разровняется, станет ровненьким. Вот такие. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.